Приветствую всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника, и сегодня смотрим, какая обратка пошла вашим врагам-недоброжелателям после вашей чистки. В последние дни некоторые личности очень подвержены ретроградному Марсу. К ним приходят очень интересные идеи. Им хочется влиять, что-то делать, творить, вершить судьбу, как они считают, по их желанию, ибо они боги. Но мы наготове и, скажем так, охраняем свои границы. Так, давайте же посмотрим. Король кубковый сегодня у нас на главных позициях. Давайте посмотрим с вами, что делали, что хотели, что получили, что не получили, как ваша чистка сработала. Ну и все в этом роде. Ну, из того, что мне выпало, уже могу сказать, что многие обращались. И ставили себе защиты. Защиты сработали. Кто не обращался, возможно, сам ставил. Так, сегодня у нас 3 варианта будет. И 3 варианта в таком аспекте. Сейчас я всю колоду веретника разделю на 3 части. И уж кому что достанется, скажем так. Итак, 1, 2, 3 вариант. В комментариях под видео найдете тайм-код. А мы будем приступать к 1 варианту. Эти пока отложим в сторону. Итак, 1 вариант. Голубые камушки. Итак, давайте с вами посмотрим, что человек делал вам, чего хотел добиться, и результат вашей чистки. Так, что же человек вам делал? Значит, какова здесь ситуация? Очень интересная. Что вам делал человек? Ему, видать, очень плохо. Его тянет к вам.
Он защищался от своих мыслей о вас, то есть выставлял защиты. Но помимо того, что он выставлял сам себе защиты и хотел избавиться от зависимых мыслей о вас, он также хотел, чтобы вы впали в зависимость, чтобы с вас слетели ваши защиты, чтобы те дары, которые этот человек получал, находясь рядом с вами, снова были в его руках. Но разочарование, во-первых, его постигло уже здесь, видно, что его постигло. Также хотел, чтобы вы разочаровались в том, что имеете. Ну, в общем, чтобы вы не смогли идти к той цели, которую себе наметили. Колдовал с помощью кого-то, кому-то обращался, договора с ним заключал. Тот человек заключил договора с подселенцами, дабы обрести власть над вами и вогнать вас в нищету. Так, это то, что делал человек. Хочу еще на Таро посмотреть. Почему делал то, что делал? А почему делал? Потому что, видимо, еще и раньше прикладывался к вам по магии, а ничего не получалось. Хочет доказать сам себе, что он что-то может. Результата не видит своих деяний. И знаете, вот у человека как идея фикс доказать самому себе, что он с помощью магии прогнет пространство этого мира и добьется того, что он хочет от вас. Почему делал? Так, посмотрели. Что хотел от вас получить? Этот человек считает, что вы ему что-то должны. Пытался с вами наладить хоть какой-то мир для того, чтобы, во-первых, вместе сотрудничать с вами. Но подтекст этого всего, он считает, что вы ему что-то должны, и поэтому вы должны ему отдать то, что вы имеете. Хорошо, почему этот человек считает, что вы ему должны? Что вы ему должны, по его мнению? И вообще, в чем ваш долг состоит, по его мнению? Смотрите, а он считает, что вы очень скупы на эмоции. Вообще, возможно, даже невозможно, вы не общаетесь с этим человеком. Возможно, он что-то хотел бы с вами выяснить, знаете, доказать в чем-то свою правоту, доказать свое превосходство, а вы его подвесили. То есть просто от человека закрылись. И это ему не нравится. Он считает, что вы не должны себя так вести. Все-таки еще, что же вы ему там должны, по его мнению? Слушайте, ну, все равно такое ощущение, что он считает, что вы ему что-то не додали, понимаете? Что он выстрадал. Выстрадал в этой жизни, он просто обязан получить то, что он от вас хочет. Ну, я бы не сказала, что у человека нормально все с психикой.
Итак, что человек получил после вашей чистки? Давайте посмотрим. Так, вам там видно? Ну да, примерно видно. Смотрите, тот человек еще пытается молиться. В духовность играть. Ну, знаете, в какую духовность? Я бы сказала, больше напускную. Он под мороками, что он думает о себе, как о человеке высокодуховном. Проверять его будут высшие силы на такие моменты, как надменность собственная. Будут ему, предупреждение он получит о том, что будет на него влияние извне, причем человека, который выше по статусу его и более, знаете, такой, более ушлый, чем ваш враг. А ваш враг будет пытаться ему, знаете, как-то на чувство сострадания надавить. На чувство сострадания, доказывая, что он духовная личность, что он готов меняться, что он начинает новую жизнь. Также здесь еще показано, что он был предупрежден о том, что ваша обратка летит ему. И это вызвало в нем такие черты, как чувство сострадания, но понимаете, в каком ключе? Из области жалость, вторая сторона злорадства. Это не потому, что он вас там в чем-то понял, осознал свои ошибки. Здесь больше его 4-ю чакру пробили, чтобы он о чем-то дозадумался. Так, давайте посмотрим на Таро еще. Как же ваша обратка сработала? Что получил ваш враг? По высшему суду закрыли ему все пути в новое, в лучшее. Фортуна от него отвернулась. Тех вдохновляющих перемен, которые он ожидал, не случились и не произойдут никогда с ним. Смотрите, как я и говорила, есть какой-то мужик, мужчина, который по статусу выше него, и он пытается об этом мужчине что-то выведать, а тот в свое время выведывает информацию о нем. То есть ваш враг нажил себе врага. И очень серьезного, я бы сказала. Ой, смотрите, ну он тут хочет все доказать, понимаете, человеку из прошлого, я так думаю, это вы. Плюс он еще хочет выведать у вас информацию какую-то.
Возможно, эта информация связана с знаниями магии или знаниями того, как у вас получается то, о чем он только мечтает, и он завидует вам в этом. Ну, смотрите, он только сказала за магию, и луна появилась. Такое впечатление, что он пытается вам доказать, что он сильнее в магии и все равно добьется того, чего он хочет. Если смотрите на женщину, есть возможность у нее потери ребенка, выкидыш, угроза выкидыша, если ваш враг женщина. Или же такой момент, что все планы человека пойдут под откос. Ну, в принципе, одно и то же показывают уже просто несколько другими картами. Какие-то резкие движения будет предпринимать на ходу. Решать вопросы, где нужно остановиться и задуматься, прежде чем что-то делать. Какая-то неразбериха у него будет. И знаете, он еще погрязнет в грехах своего прошлого. Все его детские страхи какие-то как активируются. Знаете, такое впечатление, что тень прошлого над человеком нависает, и это будет происходить медленным, но уверенным процессом. То есть, знаете, вот тихое помешательство, как говорится, все идет по плану, мы идем ко дну. Он зависнет в этом прошлом, много чего захочет переосмыслить, передумать о вас, о его поступках по отношению к вам, возможно, даже. Да, тяжело ему придется. Итак, это был первый вариант. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои лайки, комментарии, кому понравилось. Кому не понравилось, оставляйте дизлайки и также свои комментарии. Так, переходим ко второму варианту. Белый камушек. По той же схеме попробуем. Итак, что человек делал вам? Здесь как будто клеветал на вас. Оклеветал однозначно. Что за договора? Смотрите, как будто на вас тренировался ставить крадники или что. Забрать вашу удачу, благополучие, плоды ваших трудов, чтобы сошли на нет. Хотел вас подчинить в том плане, чтобы вы признали его как специалиста, который единственный неповторимый сможет принести вам
знания, научить вас, как правильно жить. Знаете, у меня тут такое впечатление, что здесь один якобы как считал себя бывалый практик, а вы начинающий, у которого только открылся поток. И человек хотел, чтобы вы, помимо того, что признали его превосходство, выбрали его как в качестве учителя, что ли. Забавно, конечно. Забавно. Так, это что делал? Еще посмотрим, что делал. Так сказать, копнем в детали. Непонятно. В общем, мальчики, девочки, тут крадник однозначно обнулял все ваши ресурсы, все ваши блага хотел скоммуниздить себе. Чтобы ваши все начинания, знаете, как не то чтобы сошли на нет, но превратились в болото. Чтобы, знаете, вот делаете, результата не получаете. Вот что хотел. Чтобы вы страдали, грустили вместо того, чтобы вкладываться в свои начинания, в свои перспективы, в свой проект. Возможно, вы что-то задумали. В общем, отвлекал вас как мог, старался. Ну, тут еще параллельно делал на то, чтобы у вас сотрудничество не шло новое. Чтобы общение с кем-то прекратилось, подвисла ситуация. Возможно, у вас ваша пара, чтобы у вас как бы не сложилось то, о чем вы планировали. Может, я не знаю, вы там с мужем или со своим молодым человеком собирались поехать в кругосветное путешествие или что-то приобрести, да, и вот чтобы вот эти все начинания сошли на нет. Смотрите, тут человек свято уверен, что он все свои действия совершал по правосудию, ввиду того, что у него есть обиды на вас из прошлого. Короче так, на вашем горбу человек хотел въехать в рай, забрав ваши ресурсы, вашу фортуну, вашу удачу. Он посчитал, что он имеет на это полное право, что он вершитель судеб. Не знаю, человек, у которого действительно... Не знаю, как даже сказать. Есть дар определенный. То есть здесь же нужно думать не только Что еще хотел? Хотел, чтобы вы ушли в мир иллюзий, чтобы вы о чем-то там фантазировали, а не делали четко выверенные шаги к достижению своих планов.
Хотел сломить вашу волю этот человек. Фиячил как мог, я бы сказала. Не знаю, конечно, жаль, что... Вот знаете, в таких ситуациях лично мне за что больше всего обидно. Человеку дают дар, потом, разумеется, любого практика, любого мага проверяют высшие силы на вшивость. Через разных людей, через различные ситуации. И вот тут-то вылазят всякие таракашки. Зависть, злоба. Тут человек решил, что у вас есть то, чего вы не заслуживаете. Понимаете? Вопрос тогда, а что же ты за практик, что же ты за маг, если ты им считаешь, что имеешь право решать, кому что нужно, а кому что не нужно. Сила не для этого дается. Ну да ладно, это их уже дело. Я просто тоже эту позицию загадывала на одного человека, и в принципе, да, все сходится. Лично у меня так точно. Так, что этот человек получил за то, что вытворял чудеса в вашу сторону? Был предупрежден о каком-то лицемерии. Стал на распутье, где нужно принимать решения. Отставаться подлым, либо покаяться в совершенных делах. Получил сам сломление воли. Чужими проблемами человека прибило. Как интересно. Ангелы-хранители есть, возможно, духи-помощники у этого человека есть. Но заканчивается все загадкой. Еще неизвестно, что ждет этого человека дальше. Знаете, тут как защитники-то есть. Но эти защитники сработали как будто против него в этой ситуации после вашей чистки. Они ему и дали это сломление воли, поставили его на распутье из-за его подлости. И дали ему возможность выбирать, кем он дальше будет в этой жизни. Вот так вот. Вот что получил человек. Еще деталей хочется. Знаете, это люди из той области, которые манипулируют словами, фразами в надежде на то, что их ложь никогда не вскроется, а по факту она всегда вскрывается. И если кем-то удается манипулировать одно время, то рано или поздно человек выйдет из-под вашего контроля. Да вообще я не понимаю смысл манипуляций, да, у тебя есть сила, у тебя есть способности. Неужто их больше некуда деть, как манипулировать другими людьми? Это, не знаю, для меня это просто низко, это во-первых. Во-вторых, ну, честно сказать, мне бы было жаль своего времени, чтобы тратить его на вот эти вещи, вместо того, чтобы созидать что-либо. Что получил? Угу. Что получил после вашей чистки? Ага. О, вот теперь-то все стало ясно. Во-первых, по взаимоотношениям с любимым человеком ваш враг получил хорошо. И если это личное его общение, там, возможно, друзья, к которым он действительно искренне относится, может, у него там частично где-то совесть
ну, спит, но иногда просыпается, и он действительно кому-то искренние чувства и эмоции в состоянии испытывать. Вот, в иллюзиях человек, в конкретных иллюзиях наркотики, алкоголизм сюда же. Но человек считает, он свято уверен в том, что он получил, все правильно сделал и получил прям, ну, вот все получил. И фортуна, и денежки, и прям свершение всех его надежд, начинаний. А на самом деле это иллюзии. Иллюзии очень жесткие. Ой. Ой. Слушайте, на погосте, на кладбище, возможно, на местах силы, обереги себе делает для везения, удачи и фортуны. Ему ситуация дана, чтобы он свою духовность прокачал. Пока что еще, я так предполагаю, что его духи-помощники, те, кто его охраняют, еще держат его на определенном распутье, мол, либо-либо, куда пойдешь. То есть есть маленький зазор времени, когда человек должен выбрать. Но время подходит это к концу. Ау. Смотрите, то, что делал вам, то получит и сам. Что касаемо денег, перспектив вообще на то, чтобы зарабатывать себе на жизнь своим любимым делом, во-первых, это придется либо очень сильно отстаивать уже с другими магами, как он сам, может даже посильнее, чем он. Просто выбивать свое придется. Опять же таки противостоять магическим воздействиям уже на него, на вашего врага. Ну и ложные у него все надежды, ложные, ничего он не получит. Ой, смотрите, у него там еще по личным отношениям может быть ситуация, когда такой же манипулятор замечательный, маг-волшебник, начнет управлять им, и причем через чувства. Понятно. В общем, это та категория людей, которые много чего еще не знают в этом мире, возомнили себя магуями, и, может быть, некоторые... защитники у них есть, значит, определенные вещи на своем уровне эти люди делают достойно, правильно и хорошо в той же магии. Но... ввиду того, что они делали на вас, забирать у кого-то что-то, потому что ты решил, что другой человек этого не достоин, ну, какой же ты практик, какой же ты маг вообще, если ты сам себе этого не можешь сделать. Намагичь себе, в конце концов, да, веди себя достойно, развивайся, расти, работай над собой. А не бухай только. Ну ладно, это я уже так. Так, это был второй вариант. Второй вариант. Переходим к третьему варианту. По той же схеме. Что делал на вас, что получил после чистки. Так, что делал? Ой, пытался затуманить ваш рассудок своими какими-то обещаниями, а на самом деле очень жадный человек. Работа на кладбище, призыв бесов однозначно. Да. Болезнь еще какую-то. Ну, смотрите, только сказала за кладбище, погост. Болезни на вас какие-то хотел навести, отравить вашу жизнь.
Чтобы вы на своем пути продвижения не получали помощь своих наставников, убрать ваши защиты. Если у вас связь с высшими, то чтобы перекрыть эту связь, ну, с предками, духами вашего рода, либо же с ангелами-хранителями. Хотел этот человек, чтобы вы вышли с ним на связь. Призыв, вызов однозначно был. Сам из-за жадности в замкнутом положении сейчас находится. Возможно, даже очень болен. Сам отрекается от помощи. Сам под подселенцами сидит. Так, это что делал? Хочу больше деталей, что делал. Призыв. Я не понимаю, конечно. Все за финансы думает. Говорю, не понимаю людей, которые делают вызовы и призывы. А кишка тонка, что ли? Ну, самому там, я не знаю, приехать, поговорить, пообщаться. В конце концов, нам как бы практически всем могут вызовы творить. Я не могу. Это ж насколько должна быть слабая воля у человека, насколько же должно быть там горсть страхов, которые ему не позволяют это делать. Гордыня. Ой, ну ладно. Смотрим, что у нас здесь. Что делал? Ваши начинания все перекрывал. Чтобы двигаться вперед не могли, чтобы тяжело вам это давалось. Плюс, знаете, такая ситуация, когда вы начинаете... Живете как живете, но в один прекрасный момент вы начинаете понимать, что весь мир спускает на вас собак. Из ничего. То есть, ну, вот чтобы вы знали, значит, что-то вам доделают в этот момент. Это не просто так. Слушайте, здесь, чтобы вы угодили в западню, возможно, чтобы что-то с вами случилось в дороге, либо же продвижение ваше, чтобы закрылось. Знаете, такое впечатление, что этот человек хочет закрыть вас от мира. Чтобы у вас вообще ни отношений, ни друзей, ни работы не было. Ой, слушайте, здесь мстит за то, что вы отвергли его предложение какое-то. Знаете, чтобы вас по решению высшего суда наказать. Вот так вот. Да здесь, девочки, вы мужчину отвергли, да? Отвергли, мечом голову ему снесли, а он, бедолага, все это никак не может принять и пытается доказать, что он главный. Знаете, что еще хотел? Чтобы у вас приостановился поиск. Да, это человек из вашего прошлого. Он очень хочет, чтобы у вас приостановился ваш поиск своего призвания. То есть, если вы практики, те, кто смотрят меня сейчас, он очень завидует тому, как у вас это получается, и чтобы у вас перекрылось это все.
Вот что он хочет. Так, давайте теперь посмотрим, что ему за это будет. В общем, все его иллюзии пойдут прахом. Очень много вас обсуждает. И эта ситуация длится очень много лет. Знаете, это человек, узник своих фантазий, которые не суждено воплотить в реальность. Все что-то выпрашивает, какие-то блага себе. Это из области, знаете, я подамся в магию, только чтобы получить плюшки. Ну, там вообще осознание того, что это такое, у человека напрочь отсутствует. Ой, слушайте, предадут его. Предаст еще такой же... Предаст его еще больше лжец, чем он. Причем этот человек может быть при больших погонах. То есть либо при большой должности, либо при погонах даже. Проклятие на этого человека ушло. Видимо, он задолжал не только вам. Много чего еще сделал в этой жизни, раз проклятием это пойдет. Вы были последней каплей. Вот знаете, как я иногда люблю говорить, что там, где я появляюсь, сразу следом идут 4 всадника апокалипсиса. Вот у вас точно так же. К вам полез, вы обратку сделали. И человечек теперь будет на отработке сидеть. Понимаете, делает вид, что он какую-то духовность там как бы идет. На самом деле он идет в религию, вообще ее занимается только для того, чтобы что-то просить. В общем, так, давайте посмотрим в деталях. Что же будет этому человеку после вашей чистки? Что же будет человеку после вашей чистки? Слушайте, все будет тут сидеть, обдумывать об упущенных возможностях и строить планы, как бы все вернуть вспять, чтобы ему было выгодно да удобно. Возможно, этому человеку рядом с вами вообще знаете, как везло. Да, это вы падаете. Ой, еще и отношения здесь что, бывшие? Бывшие товарищи, друзья, мужья. Стабильность у него разрушена, отношения с окружающим миром вообще просто, рушатся. Все, что ранее было стабильным, то уничтожается. Личная сфера, деловая сфера. Вся стабильность просто уходит в небытие. Угу. Прощается человек со всеми своими планами, надеждами на что-то новое. Возможно, куда-то поехать хотел, какие-то планы строил. Хочет у вас выведать какой-то секрет. То, о чем я говорила ранее. Узнать, а как же это у вас так получается? А не получается у него ничего выведать. Слушайте, ни о каких победах в будущем здесь вообще речи быть и не может. Если что-то и сможет получить в этой жизни,
Знаете, как... возможно, ранее человек все получал по жизни просто так, и он считал, что он этого достоин, это всегда у него будет находиться. Теперь нет. Для того, чтобы что-то получить, придется что-то отдать. И это что-то будет очень значимым для него. То есть захочешь денег, придется пожертвовать здоровьем, захочешь семьи, придется пожертвовать деньгами. То есть, знаете, такие жесткие контрасты его ожидают. Не получится так, чтобы и то было в балансе. А этот человек не в состоянии, знаете, как, сбалансировано, чтобы все было. У него из крайности в крайность. Если денег, то сразу и много. Если жена, то самая красивая, замечательная. Потом она становится плохой, ужасной. Причем этих жен может быть и десяток у этого человека. Он просто не ценит, что имеет. Вот и все. Угу. Воспоминаниями все будет жить о прошлом. Так и будет он с вами воевать, что-то пытаться доказывать. Такое впечатление, что что-то материальное будет отдавать, как во искупление своих грехов. Может, что-то пожертвует там, храмы религиозные какие-то. По поводу вас я бы не сказала, что этот человек успокаивается. Шлите обратки. Вообще, когда делаете чистку, не шлите эти обратки точечно, да. Это, отчасти та же порча. Там есть нюансы при точечных обратках. Как их верно отправлять. И когда вы вообще имеете на это право. Чистка, обратка всем вашим врагам, недоброжелателям. А там высшие силы уже, поверьте, они лучше знают, кому что отправить и как кого наказать. Ой, увольнение, работа вся пойдет под откос. Вообще просто, будет пытаться выйти из подвешенного состояния, но это ни к чему не приведет. Он считает, что он король пентаклей. Он далеко не король пентаклей. Пить может начать. В отношениях кризис. Вы знаете, этот человек не в состоянии постоять за себя, он этого не может. То есть мыльный пузырь, рассказывать может много чего, а по факту действий у него сразу паника, страх и руки, скажем так, не совсем оттуда растут. Слушайте, я думаю, что здесь вас показали и вашу обратку этому человеку. Отправили всех вот тех сущностей, которых он вызывал на кладбище, ему обратно. Так что вот такой был третий вариант. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии под видео. Буду рада обратной связи, всем отвечу. Всем пока-пока и идите в новое, стройте планы на будущее. И пусть вам ничто не мешает в этом продвижении. Не обращайте внимания на тех, кто ставит вам палки в колеса. Рано или поздно они сами наткнутся на свои же
корабль. Всем пока-пока.